Привет-привет! Сегодня мы приехали в Хитчин на лавандовое поле. Первым делом об истории лаванды. Широко распространено мнение, что лаванда впервые появилась в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Индии около 2500 лет назад. Известно, что египтяне делали духи из лаванды, и когда гробница Тутанхамона была открыта, следы лаванды были обнаружены, и ее запах все еще можно было уловить. Считается, что лаванда была завезена в Великобританию римлянами несколько тысяч лет назад. Будучи природным антисептиком, его использовали, помимо прочего, для перевязки боевых ран. Фактически римляне использовали это растение по-разному – для отпугивания насекомых, для приготовления пищи и для мытья. Лаванда – это одни из старейших духов, используемых в Англии, и в 1500-х годах королева Елизавета I использовала их как в качестве духов, так и в чае для лечения мигрени. Ко времени Великой Чумы в 1665 году даже считалось, что она помогает защищать людей от заражения и вылечивает больных. В последующие столетия использование духов становились все более популярными, и с тех пор лаванда по-прежнему пользуется популярностью благодаря своему аромату, а также своим природным целебным свойствам. Вот и мы гуляем по полю и набираем с собой лаванду. Можете брать сколько вам угодно. А теперь немного об истории лаванды здесь, в Хитчине. Хитчин может похвастаться уникальным наследием выращивания лаванды, благодаря своей богатой истории выращивания этого прекрасного растения, насчитывающей более сотни лет. Уже в 1500-х годах Хитчин приобрел репутацию региона, выращивающего лаванду, и стал одним из двух основных регионов выращивания в стране. В то время лаванда стала все более популярной формой лекарств и духов, что сделало ее очень востребованным товаром. В 1760-х годах связь Хитчина с лавандой усилилась, когда местный фармацевт Гарри Перкс приобрел аптеку, в которой он работал как химик и аптекарь. Бизнес получил дальнейшее развитие, когда его сын Эдвард начал коммерчески выращивать лаванду в окрестностях. На пике популярности в Хитчине было выращено более 100 акров лаванды. Во второй половине XIX века внук Гарри Сэмюэль наладил партнерские отношения со своим помощником Чарльзом Левелином. И как Перкс и Левелин они завоевали репутацию своей лавандовой продукции по всей стране. Превосходное качество их продукции привлекло ряд наград. Хитчин также был домом для старейшей независимой фармацевтической компании Великобритании Ransoms. Его создателем был Уильям Рамсон, который в середине 1800-х годов неустанно работал над созданием бизнеса, который стал центром внимания большей части Хитчина и помог сохранить рост лаванды в этом районе. Уильям Рэнсон перегонял лаванду для Perks and Levellin, и полученный продукт был настолько хорош, что в 1851 году поезд королевы Виктории остановился в Хитчине, чтобы он мог подарить королеве бутылочку эфирного масла. К сожалению, к 1960 годам из-за роста операционных расходов наряду с усилением конкуренции со стороны Франции и высокими налогами Великобритании, местная лавандовая промышленность, которая на протяжении сотен лет играла ключевую роль в городе Хитчин, пришла в упадок. Традиция выращивания лаванды в Хитчине с тех пор возродилась благодаря решению Алека и Зои Хантер ввести лаванду в свои поля здесь, в ферме Кэдвелл. Они посадили свои первые ряды лаванды в 2000 году вместе с различными пахотными культурами, которые продолжают выращивать до сих пор. Изначально лаванда выращивалась в сельскохозяйственных целях, чтобы продавать эфирное масло из собранных ею цветов. Однако через несколько лет после посадки лаванды стало очевидно, что интерес к проекту растет, поэтому они начали открывать ферму для публики и теперь получают десятки тысяч посетителей каждое лето, пока поля цветут. Здесь же продают саженцы лаванды. А сейчас мы зайдем в этот маленький магазинчик, и я вам покажу его ассортимент. В этом магазине все, что вы увидите, связано с лавандами. Это лимонад с лавандой, шоколад с разными вкусами и с лавандой. Это пирожное
с лавандово-шоколадным ганашем. Я вам его покажу чуть попозже. А это печенье со вкусом брауни и лаванды перед сном для собак. Сушеная лаванда, подушечки, наполненные сухой лавандой для лучшего сна, льняные мешочки с сухой лавандой. Мыло, соль для ванны с лаванды. Это банданки для собак с названием этого места. Опять льняные мешочки, наполненные сухой лавандой. Мыло, лосьоны для тела, крема, подушечки льняные с вышивкой лаванды, свечки с запахом лаванды, шампуни, крема, эфирные масла, опять банданки, успокаивающие печенье для собак с лавандой. А этот зайчик мне очень понравился. Разные подарочные наборы с лавандой. Это варенье разные с лавандой. А это джин с лавандой. Кафе, которое было в прошлом году, оно закрыто. Сейчас только такое. Но мы решили выпить чай на свежем воздухе. Такие мешочки с лавандами мы набрали. А так выглядит это пирожное с лавандовым и шоколадным ганашем. Последний взгляд на лавандовое поле и выходим. А при выходе есть маленький садик, где представлены более 50 видов лаванд. Пойдем, и я вам его немного покажу. В настоящее время на ферме выращивается более 35 миль лаванды. С 2012 года лавандовые поля находятся под именем Hitchin Lavender и управляются следующим поколением семьи Хантер – Тимом и женой Марией. Они поставили перед собой задачу вырастить первые несколько рядов растений в миле лаванды, которые можно увидеть на ферме Кэдвелл сегодня, и с энтузиазмом относятся к тому, что наследие Хитчина продолжает жить. Девочки и мальчики, спасибо за внимание. На этом сегодня все. Сказочка закончилась. Я надеюсь, что вы со мной не заснули. Всем хорошего дня. Все, пока-пока.